Пик на вас экономит. Всем привет! С вами Алексей Пылаев, компания «Эксперт Новострой». И сегодня я расскажу, как Пик занижает стандарты качества в своей отделке и придумывает собственные строительные нормы. Поехали! К нам в руки попал один очень интересный документ под названием «Стандарт внутренней отделки от застройщика группы ПИК». Именно из-за этого документа представители ПИКа в суде недоумевают от наших претензий по качеству отделки, ведь по их внутренним нормам все в полном порядке. Как выяснилось позже, более подходящее название для этого документа – внутренние стандарты отделки квартиры. Вместе с нашим руководителем камеральных экспертов мы изучили этот замечательный документ и нашли несколько интересных вещей. Нормативы по некоторым пунктам сильно занижены в сравнении с действующими строительными нормативами Министерства строительства Российской Федерации. Сейчас на моем столе лежат два документа. Первый – это стандарт внутренней отделки квартиры от застройщика ПИК. И второй – это государственные строительные нормы Министерства строительства РФ, как раз которые касаются отделки. Давайте же посмотрим, как ПИК соответствует тем самым нормам. Первый пункт – это вертикальная плоскость внутренних стен. Если мы посмотрим допуск ПИКа, то увидим, что отклонение не более 5 мм на 1 метр, но не более 15 мм на всю высоту, а в допуске по СП высококачественная штукатурка, отклонение от вертикали не более полмиллиметра на 1 метр и не более 5 мм на всю высоту помещения. То есть даже для простой штукатурки принимается не более 3 мм на 1 метр, но не более 10 мм на всю высоту помещения. То есть по собственным допускам штукатурка ПИКа хуже, чем самая простая штукатурка, принятая строительными нормами и правилами. Пункт 2. Горизонтальная плоскость стен. У ПИКа это отклонение не более 5 мм на 1 метр, а по СП просвет под рейкой контрольный 2-метровый, по вертикали не более 0,5 мм на 1 метр, а по горизонтали не более 1 мм на 1 метр. То есть на 1 метр даже для простой штукатурки не более 3 мм на 1 метр. Таким образом, по собственным допускам, штукатурка ПИКа хуже, чем самая простая штукатурка, принятая строительными нормами и правилами. То есть я могу рассказать, смотрите, есть три вида штукатурки. Это простая, это та, на которую будет клеиться плитка, образно. Улучшенная – это та, которая для каких-то нежилых помещений. И третье – это высококачественная, которая как раз делается под жилое помещение, под обои. Рассказал, она записывает. Она записывает? Да, и четко рассказал. Все! Пункт 3. Откосы. Откосы по допускам ПИКа выглядят таким образом. Отклонение от вертикали до 5 мм на 1 метр измеряемой длины, но не более 15 мм на всю высоту оконного проема. Но по ГОСТу отклонение от вертикали или горизонтали облицовки оконных откосов не более 2 мм на 1 метр или 5 мм на всю высоту и длину оконного проема. То есть даже для простой штукатурки этот показатель не более 4 мм на 1 метр измеряемой высоты и не более 10 мм на всю высоту оконного проема. Четвертый пункт – нанесение клеевого состава под облицовочной поверхностью. У ПИКа допускается изменение звучания при простукивании, то есть при проверке плитки. А значит, ПИК допускает пустоты под плиткой. По ГОСТу же не допускается наличие пустот между облицовываемой поверхностью, слоем раствора и плитками. Почему такая разница нормативов? Скорее всего, ПИК не читал второй пункт из этого же норматива о том, что клеевой раствор наносит на стену равномерно,
гладкой теркой или шпателем, после чего выравнивают зубчатым шпателем, чтобы обеспечить беспустотное пространство между стеной и плиткой. В итоге ПИК допускает пустоты под плиткой, которые полностью противоречат нормативам. Нормативы запрещают изменения характерного звучания, которые подтверждают ошибку ПИКа. Пункт 5. Вертикальность. ПИК пишет, что отклонение от вертикали допустимо до 3 мм на 1 метр измеряемой длины, на всю высоту не более 8 мм. Но что скажет по этому ГОСТ? Отклонение от вертикали облицовки стены из керамической плитки не более 1,5 мм на 1 метр длины или 4 мм на всю высоту стены. В итоге норматив, взятый ПИКом за основу, принят для поверхности шлифованная, точеная, бугристая, борозчатая. Но нету нормативов конкретно для керамической плитки, которая есть у СП. Тем самым мы не можем отнести к шлифованной, точеной, бугристой, борозчатой поверхности керамическую плитку. В этом и есть ошибка. Пункт номер 6. Плоскость. ПИК пишет, что неровность поверхности облицовки, то есть просвет под контрольной 2-метровой рейкой, должен быть не более 3 мм. По ГОСТу же неровности плоскости облицовки настенной плитки должен не превышать 2 мм при контроле той же 2-метровой рейкой. Вывод. Параметр 3 мм, согласно ПИКу, применим только к наружной облицовке, то есть к облицовке стен в нежилом помещении или на улице. Пункт 7 – это расположение швов. В допуске ПИКа сказано, что отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали не более 2 мм на 1 метр длины ряда. Но норматив гласит о том, что отклонение расположения швов настенной плитки от вертикали и горизонтали не более 1,5 мм на 1 метр длины. Параметр 2 мм применим только к наружной облицовке, а не ко внутренней. Пункт номер 8. Ширина швов. Тут ПИК пишет, что соблюдение ровных швов облицовки одинаковой ширины, допуск 2 мм, плюс допускается погрешность в 1 мм. У норматива не только нет этой погрешности, но и близко тех значений нету. Ведь отклонение ширины межплиточного шва настенной плитки не превышает 0,5 мм. То есть принятый ПИКом норматив 2 мм применим только для облицовки фактурной, типа скала, но никак не для керамической плитки. Пункт 9. Облицовка плиткой за ванной. Тут как такового норматива нет, но важно понимать, чего стоит ожидать от ПИКа. Ведь у ПИКа сказано, что облицовка настенной плиткой за ванной не выполняется. А значит, без облицовки будет скапливаться пыль, грязь, стены не будут защищены должным образом от бактерий и грибков, то есть плесени. Не будет возможности заменить ванную, например, на отдельно стоящую. Поэтому тут делайте выводы сами. Мне сейчас интересно. Да, грибок. Что это такое? Это плесень. Плесень из-за чего? Из-за сырости. То есть, если плитка не доделана, то у тебя уже герметичность помещения, она уже меньше. Там тупо не отделана плитка, везде отделана. Под ванной что-нибудь протекло, под ванной часто что-нибудь протекает, особенно с тем герметиком, который ПИК делает, там пальцем его можно, щели такие, что палец залазит. Под ванной копится вода, им пропитывается гипсокартон, все, гипсокартон покрывается плесенью, которую ты даже не видишь, потому что у тебя ванная прислонена к стенке, и там потихонечку разрастается черная плесень, от которой потом падает иммунитет. У детей, у маленьких детей развивается астма, даже до такого. И вот этот весь подарок только из-за того, что кто-то сэкономил на плитке под ванной. Прикольно? Пункт 10.
обои за отопительными приборами. По этому пункту тоже нету норматива, но у ПИКа сказано, что оклейка стен обоями за отопительными приборами не выполняется. Что это значит? Отсутствие обоев за отопительными приборами способствует скоплению грязи и пыли в труднодоступных местах. Пункт 11. Монтаж Т-образного профиля или декоративный порожек. ПИК пишет, что допускается зазор между декоративным порожком и материалом облицовки пола не более 2 мм. Но если посмотреть норматив, то мы увидим, что некорректный монтаж порожной планки – это те самые зазоры, щели и искривления. То есть зазор в 2 мм, разрешенный ПИКом, может привести к попаданию воды, особенно в ванных комнатах, и отслоению. Мы разобрали с вами разницу норм между ПИК и государственными нормативами. Но давайте же посмотрим на реальную работу ПИКа по ГОСТу. Я думаю, вы удивитесь, если я скажу, что ПИК ни разу не прошел у нас проверку. Каждый раз, когда мы составляли акт осмотра, мы видели, что ПИК не проходил даже своих внутренних норм. Что тут говорить о государственных? Поэтому еще раз повторюсь. ПИК ни разу не прошел у нас проверку. Что тут сказать? ПИК – крупнейшая компания, которая специализируется на строительстве и продаже жилья комфорт-класса с числом сотрудников более 30 тысяч человек. И они думают, что могут создавать свои нормы и законы, которые сойдут им с рук. Но нет, это не так. А на этом наш ролик подошел к концу. Подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы узнавать, когда у нас выходят новые видео. А также ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим роликом с остальными, чтобы больше человек узнало всю правду о ПИК. А с вами был Алексей Пулаев, компания «Эксперт Новострой». До новых встреч, пока!